Сегодня мы при помощи FFmpeg будем рассыпать видео на составные кадры и собирать видео из набора картинок на примере удаления артефактов после рендера в Blender 4. Допустим, у нас есть замечательное отрендеренное видео, но только вот не задача, там появляется артефакт. Как выход из положения, это попробовать поменять условия и отрендерить заново. Но также можно попробовать рассыпать при помощи FFmpeg на отдельные кадры, и в том кадре, в котором этот артефакт, благо мы знаем, в какое время это происходит, просто-напросто закрасить фоном из соседнего кадра. При частоте 120 кадров в секунду это вряд ли будет сильно заметно. Откроем терминал, все равно Windows это или Linux, в отдельной временной папке с видеофайлом. Отдельная папка нужна для того, чтобы не засыпать рабочий стол несколькими тысячами изображений. И введем в нем следующую команду: FFmpeg -video mp4 image %d png, где FFmpeg выбирает исходное видео mp4 и преобразует его в набор изображений с названием image, в котором благодаря команде %d будут добавляться порядковые номера. И все эти изображения будут сохранены в формате PNG. На живой машине это выглядит примерно так. Немного все ускорил, у меня процесс занял что-то около 3,5 минут. Открываем кадр с артефактом в любимом редакторе изображений, у меня это GIMP, и заменяем фрагмент с артефактом фрагментом из соседнего изображения. Кстати, всего на этом видео было 3 артефакта. После замены сохраняем обратно. Чтобы собрать набор изображений обратно в видео, нам надо немного видоизменить команду. FFmpeg по умолчанию создает видео с частотой 25 кадров в секунду. Наше исходное видео содержало 120 кадров в секунду. Поэтому мы добавим флаг "-a" и укажем 120 кадров. Далее, в качестве источника выберем наш набор картинок image %d и указываем путь к папке, в которой они хранятся. И после этого выбираем формат сохранения видеофайла. Вновь отправляем на исполнение и через некоторое время наслаждаемся результатом. Обратите внимание, полученное видео может не открываться в некоторых проигрывателях, но для программ монтажа или какие-нибудь серьезные проигрыватели на вроде VLC замечательно справляются. А у нас все получилось. Ура!